Посмотреть «Утопию»? Ну, давайте посмотрим, окей, окей. Если так прям все очень-очень-очень-очень-очень просят, тем более нас столько народу, огромное количество на стриме. Давайте, хорошо, давайте посмотрим. А, Бро, слушай, это в комментах, ладно, напиши. Я правда ни разу не смотрел твой контент, у меня просто связи нет с тобой. Обязательно ссылку на тебя оставлю. Привет. Ребята вот попросили на стриме посмотреть твой контент. Если против, там черкани внизу в описании, я удалю ролик. Просто правда не знаю, можно смотреть тебя или нет, но с большим уважением к тебе тоже как к Диме Масленникову отношусь. Так что давайте посмотрим. Просто ну все просят именно тебя. Так что как-то так. Все, ребят, чай, кофе, и давайте посмотрим. Очень давно не смотрел «Утопию». Очень давно не смотрел. Именно вот, ну, раньше в оффлайне, но на стримах я никогда не смотрел. 4К, кстати, нифига себе. По одной простой причине. У меня руки всем привет! Я пришел с новой, замечательной порцией фактов, которые ты бы просто так никогда не загуглил. Для быстроты мы называем эту рубрику... Что? Она выходит так часто по одной простой причине. У меня... Так, надо лайкос поставить. Эти? Тоже сделай обязательно, не забудь. Руки чешутся рассказать вам то, что я понаходил. И сегодня в меню, как всегда, дикий угар с добавлением науки, салат из полезных фактов и на десерт, как всегда, разоблачение одного мифа. Начнем с чего-нибудь мотивирующего, чтобы придать сил тем, кто чувствует себя разбитым и не знает, что делать дальше. Картинка Просто очень, знайте, очень красивая. Выход всегда есть, даже если вы в полной жопе. Что я и покажу вам на примере дикой природы. Как мы знаем, зачастую все живое, что попадает в желудок, погибает, так как не выдерживает натиск пищеварительного сока. Но не вот этот вот водный жучок. Его прочный экзоскелет готов выдержать это нелегкое испытание. Плюс у него есть возможность дышать под водой. Этот храбрец не паникует, когда его съели, а просто пробирается по кишечному тракту. Ему вообще плевать на все. Он обязательно выживет. Для него нет преград, ведь это дело чести. Этот парень был из тех, кто просто любит жизнь. В итоге он катапультируется из своей темницы сырой и бежит на свободу. Так что, если у вас все плохо... Нихера себе. Просто... Прикинь, тупо его съели, ему вообще похуй, он все равно вылезает и живет. Помните, что даже маленькими лапками смог выбраться из настоящей задницы. Вообще, очень интересно наблюдать за тем, как... Как это Джим Керри в этом, про эту летучую мышь-то. Животные и насекомые маскируются или благодаря своим особенностям избегают гибели. Только вот вряд ли это будет работать, если на них начал охоту человек. Это неадекватное существо все равно добьется своего. Вот, например, в середине 20 века существовал, мягко скажем, необычный вид спорта, Слушай, который ну, на самом деле настолько тупой, насколько это возможно. Борьба с осьминогами. Чего? Да, аквалангисты заныривали и Почему я никогда этого не знал? Он уже второй факт говорит, о котором я вообще первый искали раз слышу. осьминогов и пытались их поднять на сушу. Те, разумеется, сопротивлялись, но кто их спрашивает вообще? Камон, это же осьминоги. И вот этот вот пердец собирал вокруг себя зрителей, а побеждал тот, кто поднимет самого жирного. Потом их забирали в зоопарк или вообще употребляли в пищу. Я не знал, что тупые идеи, теперь спорт. Сейчас тоже что-нибудь по-быстренькому придумаю. Марафон по сериалам без сна. Чтение книги задом наперед. Я ни хера не понимаю. Скоростное распутывание наушников или на скорость собирать какашки, когда снег на улице растает. Хотя нет, это даже полезно будет. Кстати, насчет полезности. Это я переход сделал такой. Мне кажется, многие изобретатели слышат странные голоса в голове, которые заставляют их исправлять то, что и так нормально работает. Например, рулевое колесо. Ну, нормально же, что тут можно исправить? Но в 65-м году мы чуть не получили это. И выглядит это не так страшно, как было на самом деле. Крутить надо было маленькие рукоятки по бокам, и они дублировались. Чтобы что? Я не знаю. Но управлять этим было безумно сложно. Машина реально дергалась из-за того, что колесо было очень маленькое. Но больше всего в этой истории я ржал с рекламы этого дерьма. Все время они рассказывают, как же удобно ездить и что даже новичок справится. А параллельная парковка никогда не была такой быстрой.
но мне кажется, что они немного лукавят. Посмотрите этот отрывок. Да, они просто отсняли, как она выезжает, и развернули видео. Достаточно стыдное изобретение, зато спустя столько лет радует нас своей кринжовостью. Вот я смотрел эту рекламу и думал, ну вот есть эстетика в черно-белой картинке все-таки. Обожаю ретро. Но даже смотря на это через призму времени, все кажется очень стильным. Но... Ребят, все названия каналов и видео пишите в комментариях, пожалуйста. Потому что вот вы сейчас пишете на стриме, это 100% где-нибудь забудется. Вниз в описании пишите в комментарии, допустим, такой-то канал, Лех, посмотри такой-то канал, такое-то название видеоролика, окей? Но поверьте, вы бы Спасибо. не хотели видеть съемочные площадки, на которых снимались эти фильмы. Дело в особенности черно-белой пленки, которую тогда использовали. Они бывают нескольких типов. Слушайте, я вообще ничего не знаю, все, что он говорит. Нас интересует три. Панхроматическая, ортохроматическая и чувствительная к синему. С первой, панхроматической, проблем особо нет. Вот диаграмма, показывающая, как цвета выглядели в то время на такой пленке. Если девушка использует красную помаду и на ней желтое платье, то это легко можно прочитать даже в черно-белом. Проблема-то в том, что до того, как эту пленку начали использовать, была актуальна не такая продвинутая. У ортохроматической и чувствительной к синему пленках были беды с цветами, что вы можете наблюдать на диаграмме. Красный и желтый были тупо черными, а голубой сильно пересвеченным, из-за чего небо было пересвеченным, а румяное лицо достаточно темным. Вплоть до того, что актерам и актрисам с голубыми глазами было сложно сниматься в фильмах. Они выглядели как будто вампиры или зомби, из-за того, что пленка так фиксировала голубой цвет. Актриса Колин Мур тому подтверждение. У нее была гетерохромия, один глаз карий, другой голубой. И перед тем, как ее взяли в кино, сначала проверили, будет ли видно сильную разницу непосредственно на экране. Разница была не так заметна, Никогда поэтому даже не взяли. задумывался. Из этой ситуации Ну, для меня, наверное, как и для всех в чате было, да, типа черно-белое кино и, цветное кино, все. нужно было найти выход, а именно Там, оказывается, красками столько нюансов, придать жесть. лицу живой вид. Хоть в реальной жизни такое лицо нельзя было назвать живым. Охренеть. Это они так их красили? Да, выглядит жестко. Но такова уж профессия, нужно было на такое идти. Красить лицо в разные оттенки для получения хоть какого-то результата по итогу. Вот тут, например, видно, что главные актеры выглядят хорошо, потому что они на самом-то деле в специальном гриме, а второстепенные достаточно темные. Мы специально купили ортохроматическую пленку, чтобы проверить. Здесь прекрасно видно, как моя оранжевая куртка превратилась в черную. Так что все не так уж круто было, как люди видели по итогу. На съемочной площадке творился какой-то цирк в прямом смысле. Хотя кому-то такой макияж может даже понравиться. Субъективно. Вообще, согласны ли вы с тем, что каждый человек по-своему красив? Поэтому конкурсы красоты, как по мне, вообще странная вещь. Но есть такие конкурсы красоты, которые прям объективны. Самая прямая осанка. Что? В 50-х девушкам делали рентген и смотрели на позвоночник. Самый ровный забирал все лавры. Вряд ли тут можно... Как? Почему я вообще ничего? Я сейчас это настолько тупым чувствую, насколько это возможно. На позвоночник. Самый ровный забирал... Я вообще ничего не знаю из того, что он говорит. Как? Как это нахер работает? И ведь это реально было. Как? все лавры. Чё? Вряд ли тут можно как-то смухлевать и выдать свою горбатую гору за что-то ровное. Парни тоже участвовали, кстати, но это не Кто-нибудь было знал так про популярно, так как они собаки сутулые, по мнению организаторов всего этого. Слышь, Внезапное перевоплощение. Вау! Как он это сделал? Теперь он персонаж из вселенной Стартрека. Кстати, есть ли фанаты среди моих Сколько, интересно, Утопии? Сколько лет ему? Сколько ему лет? Он, наверное, мой ровесник. подписчиков? Возможно, вы замечали то, Блин, что я я теперь камбэкнусь. Я очень давно его не смотрел. Очень интересные видеоролики. скажу дальше, но для тех, кто вообще не в курсе, это фантастический старый, щас сериал я посмотрю про будет. космическое будущее, где герои на своем корабле Enterprise попадают в разные передряги. А, это этот. И что Вот очень это фильм. занимательно, вокруг него есть теория 29, заговора. помладше В этом немножко. сериале персонажи в красной форме мрут как мухи, а в синей и желтой нет.
И это прослеживалось на протяжении многих лет. Фанаты заметили это и ждали, что если персонаж будет в красном, то он обязательно умрет. И они дожидались своего. Их прозвали краснорубашечниками. И другие сериалы по типу Lost использовали этот прием, и это по сути стало классикой в кинематографе. Человек в красном – пушечное мясо. Также выходила прикольная книга, пародия на Star Trek, где люди начинают что-то подозревать из-за частых смертей краснорубашечников и сторониться их. Как хорошо, что у меня синяя, я в безопасности. С повышения! Пожалуйста, не надо. Опять же, эта информация есть в Википедии, как русскоязычной, так и англоязычной. А реально так и Вы же назывались? понимаете, что я не просто так это говорю. Статьи об этом, книги и даже заимствование этой фишки в других сериалах и фильмах – не что иное, как большое недопонимание. Исследователи захотели проверить это утверждение. Из общедоступной информации на корабле Enterprise мы имеем команду из 430 сотрудников. Синих костюмов 136, золотых 55 и красных 239. Красных намного больше, как вы можете заметить, так как Ты это прикинь, заморочились как? Это же вообще инженеры жесть. и сотрудники безопасности. Если почитать количество погибших, то получается следующая картина. Синих погибло 7. Это 5,1% от количества синих. Красных погибло 24. Воу, дофига. Это 10% от красных. И, наконец, золотые, самые главные, командование. Их погибло 9, и это внезапно 16,4%. Охренеть. Что означает, что их умирает больше в процентном соотношении, просто их меньше самих по себе. А все эти мемы, которые годами форсили насчет того, что красный цвет опасен, просто большое недоразумение. Да, красные в опасности, потому что они подвержены риску, Кто-нибудь но в вообще реальной знал об этом? опасности командиры, оказывается. Я правда не представляю, зачем вам эта информация, но мне так нравится, когда интернет в чем-то заблуждается. И опять же, это к слову о критическом мышлении и проверке информации. Ведь эта теория заговора реально была очень востребованной. Без заговоров не обошлась и следующая история, которая меня поразила. Что вы знаете о духе приключений в реальной жизни? Всякие сокровищницы, загадки, подсказки. Мне всегда казалось, что все это было романтизировано кинофильмами и там и осталось. Но как же я ошибался. Антиквар Форест Фен прошел Вьетнамскую войну и занялся перепродажей всяких ценных артефактов. Однажды у него диагностировали рак, и прогноз был, мягко говоря, неутешительный. Но так как он занимался всякими ценностями, напоследок захотел спрятать настоящий сундук с сокровищами в горах США, чтобы у людей была тяга к настоящим приключениям, а мотивацией бы послужила возможность получить миллионы долларов. Он создал сайт, писал об этом рассказы, стихи и книги, и говорил, что там хранятся подсказки, которые приведут к точному местоположению. Все это произошло в 2010 году, но все пошло не по плану, ведь он справился с болезнью. Но тем не менее сундук не забрал и ждал того самого отважного рыцаря, который бы сорвал мужику. куш. Годы шли, никто не мог отыскать сокровища, и так как в поисках были задействованы тысячи энтузиастов, они смекнули, что, может, сундука никогда и не было. Просто коварный дед пытался всех обмануть. Было бы очень неприятно, ведь в поисках погибло как минимум 5 человек. Кто-то замерз, кто-то утонул, кто-то упал с горы. А сколько же незаконных действий было Нет, но они знали, на что они шли, поэтому как проделано. бы здесь... Ну, как минимум, попытка вырыть ямы в национальном парке. Но внезапно, после 10 лет поисков, на сайте появилось 10 сообщение, лет. что сундук был найден студентом-медиком, который искал его несколько лет. Они по итогу встретились, и Фэн смог увидеть то, что запрятал столько лет назад. Но так как этот человек не раскрывал место, где его нашел, другие исследователи заподозрили подвох и подумали, что это на самом деле подставной персонаж, ведь его раньше видели по телевизору как корреспондента. Какой бы ни была правда, это не важно. Главное, что дух приключений и, разумеется, жажда легких денег вела людей на безумные действия, даже несмотря на то, что они не знали, правда это или нет. А многих это, к сожалению, привело к гибели. Такую вот красивую историю с поисками нужно срочно разбавлять похожей историей, но чтобы чисто поржать. Газеты сообщают, что однажды в Исландии во время туристической поездки потерялась женщина. 1,60 м, азиатка, в темной одежде. Это как, слышь, с этим, то, что мы сейчас на Эльбрус, да, с вами съездили, как он называется? Уже на Hard Travel можно глянуть. Помните, когда мы в кабинет к МЧС заходили, к замначальнику МЧС? И на выходе на улицу рассказывал еще мужик-то историю.
Про типа, который постоянно в одном и том же месте, блядь, проваливается. Мы, говорит, этого дебила, говорит, уже три раза, говорит, вытаскиваем, бля. Короче, кто не в теме, я вам сейчас объясню. Нас приняли, перед тем, как пойти в горы, нас приняли, ну, можете посмотреть, я говорю, кому интересно, на хард-тревеле. Нас приняли в замначальника МЧС по региону вот этому, где мы отдыхали, где мы весь контент снимали. И он говорит, мы выходим от него, и выходит его помощник, говорит, я говорю, есть какие-то приколы? Типа, ну, прикольные моменты. Он говорит, да. Есть один, говорит, прикол. Короче, тип берет, идет в горы. А в горы, ну, в горах, естественно, то есть есть эти, ну, как типа трещины, это ты можешь идти и провалиться. Тип, и эта трещина может быть 2 метра, а может быть 40 метров. То есть ты можешь лететь вообще просто, ну, короче, не видно земли. Это, представьте, 40 метров, чтобы вы понимали, это где-то 20-й этаж дома. То есть это просто атас. И там разные полки бывают, то есть ты можешь катиться, раз там за что-то зацепиться. Короче, чувак 3, мать его, раза в эти трещины попадал, его оттуда МЧСники вытаскивали. И одна только вот такая экспедиция МЧСников наверх с техникой, со всей херней, это, сколько он сказал, минимум 9 человек, да, по-моему, собирается. Представляешь, одного дебила, чтобы вытащить. Одного. Одежде, знает английский. Остальные туристы тут же начали поиск. К ним подключилась полиция и целый день пытались найти дамочку. Пока одна из туристок не сказала, ой, это, наверное, меня ищут. Я просто переоделась и не поняла, что ищет меня. Я слышу, пропала азиатка. Я такая, беда какая. Надо скорее бежать и искать. И вот. Водителю, который не смог правильно посчитать количество пассажиров, ставлю твердую «Спасибо за поездку». Ну, если вас это не удивляет, то у меня есть такой факт, который точно вызовет у вас эмоцию. Я пока не знаю какую, но на всякий случай отложите еду подальше, ведь вряд ли вы увидите сегодня что-то более отвратительное. И кажется, у меня теперь новая фобия. В августе 2020 года было получено сообщение, что в штате Теннесси в одном из городов потерялся олень. Он был дезориентирован, находился совсем не там, где нужно, и не видел людей и машины, потому что был слепой, ну, почти. В его глазах выросли волосы. Что? Я программист, это фотошоп! Не в этот раз. В его глазах действительно росли волосы. Поэтому он мог видеть разве что смену дня и ночи. Более того, они могут вырасти у любого из нас. Не благодарите. Дермоид или дермоидная киста. Так называют зачастую доброкачественную опухоль. Она может появиться внутри тела, в мозге или на роговице. Да, такое тоже бывает. И так как это по сути кожа, то на ней могут расти волосы. Жуткая херня, конечно. Если бы мне в детстве такое рассказали, то я бы перестал спать. Ученые думают, у оленя это могло быть с рождения, но они отрицают, что развивалось постепенно. Поэтому он и прожил достаточно долго. Но, насколько я знаю, это уникальный случай, так как оба глаза были полностью закрыты волосами. Скажите спасибо, что не зубами. Что за дичь? Это вы называете подводкой к факту? Какой лох это написал? Ты. Я теперь просто без комментариев. Нравится. Шок! Сенсация! Ученые смогли найти зубы даже в глазах у акул. Как будто их и так там было мало. Спасайтесь, кто может, они теперь могут сожрать вас не только ртом. Гласил бы самый тупой заголовок. На самом деле факт касается китовой акулы, у которой глаз действительно покрыт маленькими зубами. Так называемые дермальные зубчики. И нужны, скорее всего, для защиты глаз. Ведь века у них нет. Я люблю коллекционировать самые тупые супергеройские способности, и бронированные глаза определенно вырываются в топ. Но кто же возьмет приз за самую тупую ситуацию? В 50-м году в газетах была описана потрясающая история. Грабитель ворвался в магазин и потребовал у женщины деньги из кассы. Она сказала, что касса запирается автоматически, и она не может ее просто так открыть. Грабитель расстроился, но потребовал хотя бы кошелек. Взял оттуда все деньги и свалил восвояси сраное. Обычная ситуация, только вот на лице у кассирши была улыбка. Ведь она его обманула.
Касса была совершенно обычная, переиграла как дешевку. Она позвонила мужу и рассказала, как спасла магазин от злостного грабителя своей невероятной смекалкой. А муж ей ответил, что как раз сегодня вынул из кассы почти все деньги и положил в этот кошелек. В этой истории нет морали. Проходите дальше. Вот еще номинант. В 91 году полицейские Альбукерки дважды посещали студию, где находилась радиостанция KLSK-FM. Там целый день играла одна и та же композиция Led Zeppelin. Так, у меня даже глаз задергался. Это вообще просто, это... Я не знаю, это... Вот ты представляешь вообще стечение обстоятельств? Просто что? Stairway to Heaven. Слушатели вызвали полицию, потому что подумали, что кто-то помер прямо на пульте, или диджея взяли в заложники. А на самом деле станция таким дебильным образом меняла стиль музыки с New Age на классический рок. Хорошо, что никто не подумал, что песня «Лестница в небо» — это намек на то, что уже как бы пора. Хотя, кто знает, я не смотрел статистику самоубийств. Зато я смотрел «Властелин колец». Боже, эти подводки, закачаешься. Есть интересный факт, связанный с творчеством Толкина. Когда серия этих книг впервые издавалась, именно издательство нанимало иллюстратора. Им оказалась Барбара Ремингтон и нарисовала вот это. Если сложить книги серии, то окажется, что все это одна большая картина, но суть не в этом. Когда Толкин посмотрел на это, он сказал, что это за говно? Что за дичь висит на деревьях? И лев? Серьезно? Цитата недословная. Оказалось, что Барбара не прочитала книги перед тем, как что-то нарисовать. Ведь на это просто не было времени у издательства. А поэтому там просто, по сути, нарисован какой-то рандом. В будущих публикациях, кстати, льва убрали. Остальное все на высшем уровне, понимаю. Так, а теперь серьезно. Следующий факт, возможно, спасет вам жизнь, и это не шутка. Вы никогда не задумывались, что вас могут убить вещи? Стоп. А вот теперь вот я сейчас задумался. А с какого же... Это каких же годов... Это в каком году были написаны книги эти? Здорово, Найс. Что я уже на ютубе стримлю давно очень. 1930, блять, 7 год? Тридцать седьмой год? Он с Первой мировой войны начал писать. Не в этом. Когда Толкин посмотрел на это, он сказал, что это за говно. Охренеть. Которые бы вы никогда не подумали. Ну, я не знаю, например, чихание. Что? Не, Найс, а там стримы больше развлекательные. То есть, как сказать, по тревелу не на этом канале. На Твиче больше. Организм одного парня хотел чихнуть, но сам парень, видимо, нет. Поэтому закрыл нос и рот в надежде, что это спасет. В итоге он поступил в больницу с разрывом стенки глотки из-за скопившегося воздуха. У него как будто глотка взорвалась, но его спасли в итоге. Ужас, я теперь буду более осторожный. Я бы не хотел, чтобы меня убила такая мелочь, как гребаное чихание. В научном журнале BMJ... Утопия, хватит! Это уже какая, 2-я или 3-я плюс фобия? Да ну нахрен! И после этого случая писали, что ни в коем случае не пытайтесь таким образом спастись от чиха, ведь это может привести еще и к разрыву перепонок и даже к повреждениям головного мозга. Теперь я понимаю, зачем говорят «будьте здоровы». Короче, если чихнуть, то надо чихнуть так, чтобы вообще нормально, короче, было. Ты понял Они меня? опасаются за мою жизнь. Один мужик выстрелил себе в ногу, когда случайно чихнул, а одна девушка даже сломала себе шею. Примечательно, что спустя 5 лет она снова сломала Сломала, блядь, шею, когда чихала. Что? Как вообще? Как вообще это в принципе возможно? Как можно так чихнуть девушке, чтобы сломать себе шею? шею, только уже из-за смеха. Никакого праздника. Нет.
А предлагаю вообще запретить чихание. Одни беды. Разносит болезнь. Можно умереть. Люди в общественных местах кринжуют. А теперь назовите мне плюсы в комментариях. У вас не получится. Как не получилось у футбольных фанатов посмотреть один из матчей в Шотландии? Ведь камера с искусственным интеллектом, которая автоматически должна отслеживать мяч, постоянно переключалась на лысого судью. Найс, посмотрели мячик. Ведь это тоже, по сути, мяч для камеры. Ну, тут уж извините, он не подписывал документы о том, что на футбольном поле нельзя быть лысым. Раз уж речь о документах, согласны ли вы с тем, что нужно их читать перед тем, как подписать? Если этого не сделать, можно вляпаться в какую-то подставу или даже случайно душу. У него очень прикольные переходы, очень быстрые. Ну, интересно смотрится контент. Прикольно. И это только наполовину шутка. Что? 1 апреля 2010 года магазин компьютерных игр GameStation решил сыграть на том, что люди ни хера не читают соглашения на такие мелочи, как покупка игр в интернет-магазине. Подумаешь, что там может быть написано? Но не в этот день. Если согласились, то отдали свою душу. И 88% покупателей в этот день, а если быть точнее, более 7000 человек, попрощались со своей душонкой. Чего? Вроде 1 апреля, смешной кек, но дьявол-то не будет разбираться потом, задумайтесь. Ну и продолжим про игры. Все же знают, что такое суперкомпьютеры. Максимально... У него очень классное разоблачение на мистику. Кстати, я бы с радостью посмотрел Мидас, но надо понять, можно ли смотреть его видеоролики. У меня, к сожалению, нет его контактов. Просто, ну, если он разрешит смотреть, я бы, естественно, его посмотрел, потому что это безумно интересный контент. Ну, производительные штуки, которые 100%. могут позволить себе разве что гигантские корпорации или государственные организации. Ведь цена этого добра десятки или даже сотни миллионов долларов. Но если попытаться сэкономить на этом, то получится интересный факт. ВВС США однажды закупили 1760 консолей PlayStation 3 и соединили в один ВВС. большой суперкомпьютер, уровень производительности которого оценивался в 500 терафлопс. Все это назвали Condor Cluster, и он был создан для обработки спутниковых изображений, исследования искусственного интеллекта и так далее. По заявлениям специалистов, суперкомпьютеры похожей мощности Спасибо за обошлись бы подписку. на 90% дороже, и потребление энергии было бы в разы выше. Так что это был просто шикарный выход. Люди даже умудрялись покупать консоли, которые использовались в кластере. Между прочим, очень крутая и редкая вещь получается. Хотя, я думаю, они бы легко захотели поменяться со мной на PlayStation 5. Коллекционирование дело хорошее, но поиграть в современные игры тоже хочется. И я, между прочим, горжусь этой даже вот не буду рекламу скипать из уважения. подводкой к рекламе. Просто хотел напомнить, что вообще-то Next Gen консоль PlayStation 5 уже вышла, и сразу в двух вариантах. Ща, подожди, мне даже PlayStation интересно 5 послушать. Digital Edition без дисковода У нас просто... Подожди, что? У меня с дисководом интересно или без? и PlayStation 5 с Ultra HD Blu-ray. В производительности разницы нет, они одинаково Ща, подожди-ка, мне даже интересно, блядь, стало. Эй, дисковод! А, у меня с дисководом! Шо? У меня с дисководом. Так, я, бля, и не знал, что они с дисководом, без дисковода. очень мощные. Если их соединить в такой кластер, это же пипец будет, Кром. ведь в каждой из них больше 10 терафлопс. Пожалуй, хватит для захвата человечества. Но пока этого не произошло, я играю в Destruction All Stars, который прямо сейчас входит в подписку PlayStation Plus до 5 апреля, а значит совершенно бесплатно. Быстрее Я знаю, чем я займусь, когда будет пауза. Это самая, наверное, лучшая реклама, которую я мог увидеть в своих глазах. Потому что я сейчас реально пойду и на халяву скачаю игру. успевай, пока раздают. Также в подписке уже есть Изи большое просто. количество годных игр, в которые обязательно должен поиграть Чего? Он что, хочет сказать, это все в подписку ходит на плойке? На PS5 это все в подписку входит? Да ну нахер. Не верю. Стоп, окей, давайте проще. Подождите, мне просто впадло сейчас включать плойку. А сколько подписка стоит?
God of War, Детройт, но это мы прошли. Days Gone мы, кстати, с вами так и не прошли. У меня даже он коллекционка стоит. У меня даже диск он лежит, я знаю где. Last of Us. Вот Last Guardian, прикольная, кстати, игра. Вот Second Son, я не знаю, что это. Слушайте, это самая, наверное, полезная реклама в моей жизни. каждый. Я задумал жизнь после перепройти. 550. Уже очень понравилось в первый раз. Не-не-не. Стоп, чат, не вижу. 550. Бля, не успел я прочитать. Че, 550 в месяц, ребят? Нифига себе, 18 тысяч лайков. Спасибо, братцы. Спасибо вам огромное за поддержку. А есть инфа? Скажите, ребят, по-братски, в месяц и в год? Мне просто впадлу ковыряться. 550 в месяц, так, а в год 3,5К в год. Слушайте, ну это очень неплохо. Стась, спасибо. Я тебя обожаю, ты лучше давай, пожалуйста, сегодня Ведьмака. 20 тысяч лайков, ладно, пойду в Ведьмака сегодня поиграю. Я, правда, спать хочу, но ничего страшного. Сейчас поиграю, но с большой радостью. Это Ведьмак, тем более там квесты сейчас очень интересные. Так что можно пойти, можно. Раз. Вообще, этот год только начинает раскачиваться в плане игр, но я уже предвкушаю, как скоро буду А играть сколько джойстик отдельно стоит на плойку 5? Напишите кто-нибудь в чате или в комментах. Мне, кстати, джойстик второй нужен. в Гран Туризмо, Новый Резик, God of War, Horizon Запретный Запад и Ratchet Clank Сквозь миры. Стоп, Horizon вышел на ПК? 5К джойстик на это стоит? Ну, это нормально. Ну, типа, 5К это, ну, по-моему, они все по 5К и на тот тоже стоят. Я вот не знаю на предыдущую плойку сколько. Бля, слушайте, мне... Подождите, Horizon... Короче, все, я понял. Блин, это... Просто когда-то мы Horizon забросили, потому что я с джойстика... Ну, мне было очень неудобно целиться. Если она вышла на ПК... Руки уже чешутся на самом деле. Хотя, может, это дело в том, что DualSense делает все, чтобы я прочувствовал каждую секунду игры, в которой я сейчас... От себя скажу честно, то, что этот джойстик 100% удобнее для меня, по крайней мере, чем тот. 100%. Он в руке гораздо удобнее сидит. Я не знаю, как они его так сделали, но точно он удобнее. Это железно. нахожусь. Отдача, вибрация, сопротивление курков — это потрясающе. Ну, И если вы еще не испытали это чувство, я вам вибрация, да, завидую, тоже, кстати, ведь мои поприкольнее. первые эмоции надо было видеть. Чего? Добавьте туда наушники с 3D-звуком, невероятно быструю загрузку и потрясающую графику в 4К. Откиньтесь Ну, поудобнее грузится, и да, она получайте чуть побыстрее, удовольствие. наверное. Это Я уже, наверное, того стоит. четвертую не помню. А теперь идите в описание и узнавайте подробности. Вот и одна из немногих реклам, которые я не скипаю, потому что, ну, реально, я что-то даже не знал, сколько. Многие вещи, причем про плойку 5. Надеюсь, вы кайфанули с этого выпуска. Для меня хедлайнером была история про волосатые глаза. Но мне интересно узнать, Волосатые глаза, я вообще первый раз услышал такое, что это есть, оказывается, даже у людей такая болезнь. Что? какой факт поразил или рассмешил лично вас. Жду ваших ответов в комментариях. И спасибо за просмотр. Захаживайте на лайв-канал за бэкстейджем и в Инстаграм за фоточками. Скоро увидимся. Слушай, бро, наверное, так мне проще будет обратиться. Если не сложно, где-нибудь выйди, пожалуйста, на связь, потому что очень давненько я не смотрел твой контент, на стримах никогда не смотрел, из уважения просто. Ты напиши, если не сложно, просто, может, под каким-то видосом, то, что там ты не против, что я смотрю, потому что как-то вроде неудобно даже получается. Кучу времени гробишь на контент, а я тут на халяву пришел. Так что напиши офигенные видео, тем более, если есть что-то с мистикой, я прям 100% бы это посмотрел. Спасибо за ролик, ссылочку, как всегда, на Утопия Шоу оставлю внизу в описании.